Приветствую, друзья! Всякое мы с вами уже видели. Для того, чтобы добавить наушникам возможности тюнинга, кто-то идет на сменные звуководы, кто-то добавляет фильтры на компенсационные отверстия, а в более дорогие модели встраивают систему из одного или нескольких переключателей. Компания же КЗ решила пойти своим путем, уместив в коробку сразу 3 пары наушников. В одних акцент сделан на глубокий бас, вторые сбалансированные, а третьи, как написано, с упором на высокое разрешение. Причем все это многообразие объединили под единым названием КЗ EDA. Стоит набор недорого, а по звуку превосходит все, что я когда-либо слушал в данном ценовом сегменте. Думаю, перед нами новые убийцы всего нижнего сегмента наушников. Собственно, друзья, поехали! Пришли они чуть увеличенной по габаритам картонной коробки с изображением всех 3 видов наушников и полным перечнем технических характеристик с обратной стороны. Из важного упомянуем импеданс 30 Ом и чувствительность 113 дБ на милливатт. В комплект нам положили, конечно же, инструкцию по эксплуатации и 2 пары белых силиконовых амбушюр разного размера. Удивляет лишь то, что насадок среднего размера в сумме получилось аж 3 пары. Изначально они были установлены на наушники, а всех остальных только по одной. Ну и кабель в комплекте тоже один. То есть сходу снабдить друзей или родственников наушниками не получится. Придется докупить еще и кабели и, возможно, насадок. Впрочем, стоковый кабель тут шаблонов не рвет. Тот самый белая лапша из последних наборов с собственным сопротивлением 0,860 тысячных Ом. Выглядит он неплохо, можно пользоваться, но лучше заменить на хороший медный от этого же производителя. Заушены здесь из стандартной термоусадки, а соединение осуществляется на вилочных QDC коннекторах 0,75 мм. В моем случае, как видите, он еще и с гарнитурным блоком. Тестируем качество микрофона динамических наушников КЗ EDA. Собственно, вот так он и записывает, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Сами чашечки внешне почти не отличаются, разве что цветом полупрозрачного пластика, металлической окантовки и логотипа компании. А так вот один в один. Внутри прослеживается одного диаметра динамический драйвер, над которым расположилось компенсационное отверстие и пластиковый же звуковод с выступом для удержания амбушюр и вклеенной защитной сеточкой. Выглядит все это очень достойно, но большего здесь и не требуется. Посадка тоже отличная, удобная и звукоизоляция в норме. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас чуть более длинные относительно нормы импульсы, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие на басовых наушниках 1,89%, а на сбалансированных и тех, что с высоким разрешением, 0,70%. Фаза ведет себя везде естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 96 миллисекунд с незначительными возмущениями в области низких частот. По АЧХ же мы имеем разительно отличающуюся картину в зависимости от пары наушников. Так басовые имеют подъем низких частот на 13 дБ с выделением области разборчивости, имитацией ушной раковины и пиком на 8 кГц для усиления резкости звучания. Причем данный пик равен по амплитуде подъему на низких частотах, что создает баланс в акустическом смысле. Сбалансированная модель имеет подъем низких частот на 10 дБ с чуть меньшим акцентом на 2,5 и 5 кГц и ровно таким же пиком на 8 кГц, который заметно так возвышается над всем остальным частотным диапазоном и, как следствие, может давать неприятный слуху призвук. Наушники же, нацеленные на высокое разрешение, по низам полностью совпадают с предыдущими, зато акценты на 2,5 и 5 кГц сделаны заметно выше, ближе к басовой версии. Ну и пик на 8 кГц все так же возвышается, однако в допустимых пределах относительно всей остальной части данного диапазона. А значит, слушается это без ненужных призвуков или каких-либо иных искажений. С измерениями от производителя мои графики совпали с точностью до масштаба и глубины посадки амбушюр в измерительный стенд, то есть довольно-таки хорошо.
По звучанию наиболее сбалансированным я бы назвал басовую версию, ту, что с высоким разрешением. Первые дают глубокий такой текстурный бас, который используется как базис для разнообразных ритмических секций, естественно, вокала. Отчего в середине хватает энергии, глубины и пространства для сверхреалистичной передачи практически любых инструментов. Тембральный объем здесь тоже чувствуется, но он не сильно выражен. К высоким, откровенно говоря, у меня тоже вопросов нет. Они чистые, прозрачные и в меру продолжительные. Слушается все это комфортно, естественно и очень мелодично. Все инструменты находятся на своих местах, ничего особо не выпирает и не задвинуто на второй план. Оттого считаю, что именно эти наушники оставят себе подавляющее число меломанов. Кроме того, друзья, они абсолютно непривередливы как к источнику, так и к жанрам. Отличный по глубине бас, очень четкая текстурная серединка и приятные затухания на верхах. Наушники с уклоном на разрешение на деле таковыми и являются. Нижний бас здесь еле ощущается, тем самым смещая баланс в область высоких частот. Отсюда следует то самое ощущение скорости, прозрачности и высокого разрешения, о котором и говорит производитель. Понравится модель в первую очередь тем, кому достаточно легкого намека на низа, а в наиболее важные аспекты вынесена разборчивость, динамика, уровень прорисовки и натуральность передачи тембров. Звучание тут действительно очень живое, просто сверхприятное. Если бы не басовая версия, именно ее бы я и выделил как максимально интересную в плане построения музыкального полотна. Несмотря на выделение верхней части спектра, модель сохранила и выразительность, и мелодику, то есть она реально круто звучит, а по детализации приближается к качественным чисто арматурным решениям. В источнике я бы только порекомендовал что-то басовитое, а из стилистики, наоборот, убрал все с упором на бас. Сбалансированная версия имеет количественно усредненные низкие частоты. Здесь они куда лучше ощущаются, чем в предыдущей модели. И немного неестественные высокие с небольшим таким призвуком. С точки зрения акустической музыки эта модель кажется мне самой слабой. А вот в тяжелых и электронных жанрах и баса тут в норме, и высоких достаточно. Главное, чтобы пик не приходился на чувствительную для вас зону. Слушается это, конечно, тоже неплохо, но на фоне предыдущих двух версий для джаза я бы, друзья, ее точно не выбрал. А вот в металле она показала себя более-менее респектабельно. Но, увы, друзья, только в нем. Относительно же построения сцены, воздуха в оркестровой музыке хватает, пространство ощущается, инструменты хорошо позиционируются в ширину и на базовом уровне в глубину. Для прослушивания какого-нибудь серьезного в акустическом смысле материала эти наушники, конечно, годятся, но не то чтобы идеально. Это вариант больше для старого доброго рока, разной электроники, этнической музыки, клубного джаза, блюза, соула и других не самых требовательных к передаче пространственных эшелонов жанров. Впрочем, если принимать во внимание их ценник, звучат KZ-EDA просто потрясающе. Приятный своей массой звук на всем частотном диапазоне. Детальная, просто сверхреалистичная, при этом сочная серединка с отличной выразительностью, мелодичностью и кристально чистыми верхами. У звука, без сомнения, есть свой собственный характер. Прекрасно прослеживается текстура, четкое натуральное звучание с превосходной динамикой и глубиной. С учетом, что платим мы, считай, по 10 баксов за пару наушников, результат получился совершенно феерический. Просто невообразимо круто. Уверен, это новый хит в своей нише. Итогом, все из имеющегося в комплекте KZ-EDA многообразия динамических наушников неплохо сидят, достойно выглядят. Насадки в комплект положили приличные, вполне рабочий кабель. Но самое ценное, это, конечно же, друзья, их звучание. Вне зависимости от выбранной пары мы получаем приятный слуху вес, потрясающую по четкости и реалистичности середину и просто превосходную по динамике, выразительности и мелодичности прорисовку тембров. Наиболее предпочтительными и сбалансированными я бы назвал басовую пару, а тем, кто любит предельную скорость и максимальный уклон в детали, то еще и модель с высоким разрешением. То же, что производитель назвал сбалансированной версией, мне понравилось исключительно в контексте металла. В остальном слишком уж сильно подчеркиваются верха на фоне всего остального частотного диапазона. Оставшиеся же две модели вызвали у меня прямо вау-эффект. Для своей ниши звучат они просто фантастически. Даже любимые многими меломанами Moondrop Chu на фоне героев обзора покажутся мутными, зажатыми и чересчур уж пресными. С остальными вообще нет смысла сравнивать.
сравнивать. У меня герои обзора вызвали откровенный восторг. Вполне могу рекомендовать их к приобретению. У КЗ очередной раз получился хит в нижнем ценовом диапазоне. Не перестают удивлять даже на фоне куда более дорогих решений, о которых нам еще предстоит поговорить с вами в скором времени. А на этом у меня все. Это были динамические наушники КЗ EDI. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.